Всех приветствую на канале Football Stories. Что происходит с Роналду в сборной? Португалия чудом спаслась в Испании. Криштиану не забивает за национальную команду уже 5 матчей. Третий сезон Лиги наций стартовал без России, но мы все равно будем с интересом следить за этим турниром. Как минимум за матчами в Лиге А, где собраны топ-сборные. В первом же туре в Севилье встретились фавориты второй группы – Испания и Португалия. В их квартете также выступают Швейцария и Чехия. Португальцы вышли на поле без Криштиану Роналду. И это не стало сюрпризом, ведь у форварда Манчестер Юнайтед был очень непростой год. Испанцы забрали мяч, около 60% владения до перерыва, и территорию в дебюте игры несколько раз вскрыли фланг Жоау Канселу, который в принципе не безупречен как защитник. Однако сборная Португалии была, пожалуй, поэффективнее хозяев при попытках прессинга на чужой половине поля. Команда Фернандо Сантуша 3-4 раза перехватывала мяч, ловя на ошибках Цейонтербека, Диего Льоренти и других игроков Красной Фурии, даже Серхио Бускетса. Первый голевой момент создали как раз гости, когда Рафаэл Гюерреро нагло залез в штрафную соперника и сделал все для гола Рафаэла Леао. Однако ворота на Бенито Вильямарин оказались недостаточно высокими для форварда Милана. Потом Леао, заменявший Роналду на левом фланге, и вовсе поучаствовал в голе сборной Испании. В середине тайма он вырезал такую диагональ в штрафную, что команда Луиса Энрике получила возможность убежать в контратаку 3-3. Редкий случай при нулевом счете, когда гости сильно раскрылись. Прекрасно сыграли и Гави, выцарапал мяч, и Пабло Сарабия вырезал голевую передачу, и Альваро Мората открылся так, чтобы не попасть в офсайд, хитро пропустил мяч на партнера и забил. В общем-то, Испания наиграла на 10 копеек к перерыву. Хозяева перебили гостей 6-3, в створ 2-0, вполне могли положить второй мяч. Например, умница Гави организовал момент для Карлоса Солера, за которым просто не стал добегать из опорной зоны Бернарду Силва. Португальцам повезло, что Солер не попал с 2 попыток. Роналду, судя по его лицу, не получал удовольствия от игры своих товарищей, сидя на скамейке. Во втором тайме сборной Португалии недоставало хороших коллективных решений в атаке, поэтому на исходе часа матча тренер Сантуш предложил Роналду исполнить роль спасателя. Едва Криштиану появился на поле, как Пепе вручил ему капитанскую повязку. Причем форвард Мю поменял не Леао, который минутой ранее загубил стопроцентный момент, плюс один яркий сейв в карьере Уная Симона, а Андре Силву. Сегодня Роналду сыграл центрального нападающего. Кстати, встретила его Севилья неодобрительным гулом. Однако с выходом Криштиану заметных улучшений в игре португальцев не произошло. Испанцы уверенно держали мяч, выманивали соперника на прессинг. Форвард-капитан призывал партнеров активнее подниматься и оказывать давление на защитников хозяев, но, например, тот же Леао уже заметно наелся, еле-еле двигался. Разумеется, Сантуш вскоре убрал с поля чемпиона Италии. В общем, Леао, потенциальный новичок Реала, при всем его таланте пока не убедил, что готов быть ценной фигурой для сборной Португалии. От игры первых победителей Лиги наций веяло безнадегой, как вдруг Испания провалилась в обороне. Команда Луиса Энрике дала пройти простой двоечке, а Рикарду Орта, он-то и вышел вместо Леао, почему-то оказался совершенно свободным в штрафной хозяев. Неужели испанцы настолько боялись Роналду, что все внимание акцентировали на нем и забыли об остальных? Статистика ударов во втором тайме 5-4, вот только в створ хозяева не пробили ни разу, 0-2. Откровенно говоря, в этом матче испанцы и португальцы ничего нового не показали. Одни вроде бы контролировали мяч и игру, но привезли себе гол на ровном месте. Другие же выжили максимум из минимума. Роналду за полчаса никак не проявил себя у ворот соперника. Криштиану не забивает за сборную уже 5 матчей, с тех пор как сделал хэт-трик в ворота Люксембурга. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.